Всем привет! Сегодня я подобрал для вас 5 комедий с черным юмором. Понимаю, что не все их любят, ведь черное чувство юмора как ноги. У кого-то есть, а у кого-то нет. Но могу сказать, что фильмы в этой подборке имеют лишь элементы черного юмора, а не состоят из него полностью. Кстати, я должен упомянуть фильм «Убойные каникулы». Он идеально вписывается в этот список, но был в подборке недавно. А сейчас заваривайте чай и поехали! Отель Парадизо. Если существует в мире самый худший отель, то это однозначно отель Парадизо. В нем происходят совершенно невероятные вещи. Пьяный шеф-повар сам съедает все продукты. Постояльцы уезжают не расплатившись. Да и хозяева отеля Ричи и Эдди – люди весьма необычные. Но самые невероятные вещи начинают происходить тогда, когда в соседнем заливе всплывает брюхом кверху вся рыба из-за радиации на атомной станции, которая находится рядом с отелем. Работники станции, погрузив ее в грузовики, начали вывозить рыбу на утилизацию. При перевозке какое-то количество высыпалось, прямо возле отеля. Всю эту рыбу два дебила в виде хозяев решают собрать и накормить ею гостей. Эффект будет просто невероятный. Настолько, что детей к просмотру строго запрещено подпускать. Вообще, как и к любому фильму в этом списке. Кстати, об этом. Я на эту дичь наткнулся чисто случайно, будучи еще школьником. Просто в полудреме клацая телевизор, пока родители спали. И часов в 11 ночи на канале 1+1 шел этот фильм. В некоторых моментах я смеялся так, что смех переходил уже в какую-то истерику. Родителей не разбудил при этом. У меня был свой телевизор и своя комната. Ричи! Ричи! Что случилось? Попал свечой прямо в глаз. Что? Свечой в глаз. Как скажешь. Малавита. В центре сюжета семья бывшего итальянского мафиози Джованни Манцони. Когда-то он имел большое уважение и власть в преступном мире. Однако после того, как он сдал полиции всех своих подельников, он и его семья оказались под программой защиты свидетелей. И теперь вынуждены постоянно переезжать, чтобы мафия их не нашла. Однажды они переезжают в небольшой французский городок. Теперь для всех окружающих они самое обычное семейство Блейк. Правда, с появлением новых соседей, жизнь горожан меняется кардинальным образом. И, скажем так, далеко не в лучшую сторону. Ведь и жена бывшего мафиози – человек специфический, и дети, как говорится, яблочко от яблони. У него 200 переломов. Лестница бетонная, ступеньки крутые. Ну, может. Погоди, я не закончил. Миллион способов потерять голову. В оригинале называется A Million Ways to Die in the West, то есть миллион способов умереть на Западе. Действие фильма разворачивается в 1882 году, на просторах Дикого Запада. Здесь, в небольшом городке, живет главный герой Альберт. Он занимается фермерством и разводит овец. Альберт очень трусливый и совершенно не умеет стрелять, что крайне важно, когда ты живешь в таком месте и в такое время. Как-то раз герой отказывается от участия в дуэли. И это приводит к тому, что от него уходит девушка. Однажды в городе появляется таинственная незнакомка по имени Анна, которая не только очень красивая, так еще и отлично стреляет. За короткий срок она кардинально меняет жизнь Альберта. Но вскоре в город приезжает муж Анны, который является бандитом. Настоящей грозой Дикого Запада, который является еще и лучшим стрелком. Узнав, что кто-то из местных ухлёстывает за его женой, он хочет его найти и немножко пристрелить. Любителям специфического юмора Сета Макфарлейна фильм должен понравиться. Он тут и режиссер, и исполнитель главной роли. Если не знаете, кто это, то мультсериал «Гриффины», «Американский папаша» и 2 части фильма «Третий лишний» – это его творение. В последнем он, само собой, был режиссером, но играл еще и роль медведя. Эти люди умирают от одного пука. Да, если вам мало смертей, достаточно просто встать и выйти за дверь. Вот это наш мэр. Он мертв. Он лежит здесь мертвый 4-й день. О! Глядите! Глядите! Волки тащат прочь его тело! Прощайте, господин мэр! Красный отель. Это рассказ о 2 фермерах, а по совместительству еще и супругах
которые управляют придорожным трактиром. Но, к сожалению, как это часто бывает, их бизнес начинает чахнуть. Отсутствие клиентов и строительство новой дороги приводит хозяев к жестоким поступкам. Они начинают убивать всех приезжих клиентов, а их имущество присваивать себе. Однажды к ним приезжает священник со странствующей группой паломников. Хозяйка, терзаемая муками совести за страшные грехи, решила исповедаться. Сказать, что священник офигел, это ничего не сказать. Перед ним становится нелегкий вопрос. Как спасти своих товарищей, не нарушив при этом тайну исповеди? Предстоящая ночка в трактире станет поистине кошмарной для всех постояльцев. Кстати, интересный факт, что фильм основан на реальных событиях. Вот дичь творилась. В принципе, не меньше, чем сейчас. И что же было с другими? Мы их скормили свиньям. Вы позволили христиан свиньям есть? Свиньи не подавились. Но, признаюсь, свинину я теперь не очень. Сразу видно, что животные отменно кормили. Браво, хозяева! Спасибо на добром слове. Мы своих хрюшек балуем. Братья из Гримсби. Судьба на долгие годы разлучает двух братьев – Себастьяна и Нормана, когда те еще были детьми. Младший брат спустя годы стал крутым агентом Ми-6. Жизнь старшего, который вырос в футбольного хулигана и полного беспредельщика, сложилась совсем иначе. Повзрослев и добившись всего, чего он только мог себе пожелать, Норман живет счастливой семейной жизнью, о которой все только мечтают. У него однозначно самая красивая в округе девушка и 9 прекрасных малышей. Частенько собираясь в местном баре с приятелями, чтобы посмотреть очередной матч, Норман мечтает лишь об одном – найти своего младшего брата, на поиски которого он потратил уже 28 лет. И вот однажды Норман узнает, что Себастьян находится в Лондоне. Не теряя ни секунды, он отправляется в столицу. И вскоре находит его. Но есть проблемка. Себастьян находится на секретном задании, а благодаря внезапно появившемуся родственнику оно полностью провалено. Быстро унося ноги от бандитов, шокированный таким поворотом событий Себастьян с горечью начинает понимать, что теперь ему никак не избавиться от назойливого братишки. Очень скоро ему вновь придется спасать мир. Только в этот раз задание немножко усложняется, потому что в напарниках у него будет полный дебил. Ты должен высосать яд из моего плеча. Нет, я не стану сосать плечо мужика, это гейская фишка. Давай, быстро. Людей вышвыривают из Гримсби даже за вегетарианский завтрак. И если не высосешь его, я умру через 90 секунд. О, ну ладно, ладно. Давай, выплевывай. Наби, Что? есть еще один дротик. Где? Нет, я на это не поведусь.